Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет об изменениях, которые произошли в ряде ивентов. Да, то есть у нас была полностью переработана охота в пустоте. Да, то есть черепахи, так называемые, был изменения, коснулись приключения с кладом, да, и немножко коснулось рыбалки, да, магазин был изменен. Вот. Как бы самое большее, конечно, коснулось это охоты, так как мы полностью переработали немножко систему, да, изменился магазин, вот, который у нас теперь есть. Он стал гораздо интереснее, да, в отличие от того, что было в прошлом магазине для большинства игроков, кроме опыта улучшения навыков зверей, да, нечего было брать. Сейчас как бы магазин ассортимент увеличился, но цены, конечно, здесь очень высокие. Да, то есть 32 тысячи черепашек надо собрать, да, фрагментов, чтобы купить вот 1000 рун. Ну или все остальное тут как бы довольно-таки завышенные цены, да, то есть те же вот, да, что машину улучшить, тоже довольно-таки дорого. Вот, опять же, зачем сюда оставлять эти камни, очистки, да, для большинства игроков это уже не надо. Хотя, конечно, для молодых серверах, не касательно серверов, да, это все-таки еще актуальные вещи. Вот. Поэтому, это уже лично мои придирки, как бы они не актуальны. Вот, в принципе, я говорю, магазин стал гораздо лучше, в отличие от того, что было. Но цены, конечно, на порядок выше стали. Вот, и нет возможности обновления магазина, да, то есть все равно можно было бы чуть-чуть разнообразить. Здесь задание теперь закрывается не количеством собранных черепашек, да, то есть фрагментов, а вот у нас есть, вот, мы выполняем задание, здесь это мы покупаем, вот задание выполняем, да, то есть, опять же, нам нужны вот такие вот билетики. Вот 15 раз поатаковали, билетики закончились. Теперь собираем черепашек, да, получаем билеты. Опять же, я говорю, что здесь задания довольно-таки быстро закончились. Как долго, насколько хватит. Здесь бесплатных, да, то есть цены здесь не маленькие, да, то есть тут нужно 3500, 3400 собрать. Если посмотреть, сколько они стоят, эти билеты, да, то есть, если это все купить, что здесь нарисовано, да, то не хватит дойти. Придется, там появятся пакеты еще, да, опять же, они будут дорогие, там, или, скорее всего, уже по $50. Обычно там 50 и 100 появляются долларов. Как бы, выходит недешево. Вот. Но, опять же, здесь награды немножко улучшить, да, вот, души для новых навыков, повышенных навыков у зверей, прокачать 1000 душ. Но, опять же, такая цена, мягко говоря, не дешевая. Здесь сокровища, эти сокровища у большинства игроков прокачаны, да, особенно тех, кто донатит. Соответственно, им это все не особо интересно. И зачем было так изменять, я не знаю. Также и момент, да, то есть где черепах теперь мы получаем в пустом канале, мы сражаемся, да, то есть вот выходим на карту, и они здесь расположены. Соответственно, и уровень черепах, да, то есть 4, там, 3, 5 выше, они стоят, большие черепахи. Их довольно-таки много. То есть, опять же, атакуют тут тоже постоянно. Атаки происходят. Вот пока я говорил, опять кто-то меня атаковал. Вот. Были атаки, да, атакуют постоянно. Если на большую черепаху сесть, то там постоянные атаки происходят. Да, проще на троечке сидеть, собирать. Они собирают довольно быстро. На них действует сбор ускорения пустого канала. Соответственно, если у вас этот талант у героя прокачан, то вам хорошо. Вот. Также из плюсов это то, что здесь при атаках не спадет у вас купол. Это очень актуально, да, особенно если вы играете. Это если выпадает на выходные. Часто, да, черепахи у нас бывают в субботу, воскресенье, да, у многих в субботу просто война на сервере. Опять же, на тех серверах, где война 24/7, тоже это довольно-таки большой плюс, потому что отправили на черепаху, и купол слетел, вы часто бывает не заметили, и вас сжигают, да, там, если в каком-нибудь чуде, очень много таких моментов было. Это момент плюс, да. Но из минусов, да, то есть очень много игроков собирали спокойно черепахи на тех серверах, где был мир. Соответственно, сейчас
такой возможности нету, да, то есть вы садите на самую простую маленькую черепашечку, на вас через пару минут приходят сбивать, да, тут можно посмотреть, куча подбитых черепах стоит, да, то есть здесь постоянно кто-то кого-то атакует. Из плюсов, да, то, что всего там 10 атак можно произвести, это тоже большой плюс. Если бы ограничений по атакам не было, то, конечно, собирать было вообще невозможно. Просто там топовые сильные игроки ходили и избивали их постоянно, да, вот. Тоже такой момент. То есть по поводу того, улучшился или ухудшился, да, есть, я говорю, плюсы, есть минусы, каждый для себя решит, стало лучше или хуже. Я не буду давать каких-то своих оценок, потому что у меня на самом деле их нет. То есть изменения, я не скажу нравится, не нравится, потому что есть и плюсы, есть и минусы. Вот, и что мне не понравилось, это изменение этого ивента, да, в первую очередь, потому что награды за этап, да, то есть только одни самоцветы, да, то есть одни гемы нам дали, вот, и при этом скин, то есть его вообще нет смысла. Я не знаю, кто будет это собирать, это только на молодых серверах актуально, да, то есть которые сейчас там, прокачивают гемы, да, эти самоцветы не прокачаны, потому что на серверах у сильных топовых игроков это все вкачано, тех, кто донатит, давным-давно все прокачано, да, самоцветами, и они сюда вкладываться не будут. Вот. И опять же такой прям однобокий ивент стал прям исключительно на гемы. Мне это вот конкретно не нравится. Да, раньше здесь можно было подкачать, люди здесь и скины собирали потихонечку, да, там некоторые по полгода собирали, собирали скины. Кто-то брал там сокровища прокачивал, кто-то одежду здесь мог собрать. Здесь были материалы, да, то есть, было интересно, довольно-таки интересный ивент был. Сейчас его просто испоганили и все. То есть рассказывать о механику я не вижу смысла, да, тут все написано, что за какие камушек вы получаете, и все просто, да, то есть призы, стоят они того, не стоят, потрачено времени, это решать вам. И рыбалка, да, в рыбалке был изменен магазин, других изменений здесь не было, убрали все материалы, да, сундучки с материалами поубирали. И что-то прям суперценного сюда не добавили, да, то есть эти ускорения похода, ускорения там мобилизации добавили. Да, это как бы нужные вещи, особенно в свете сейчас предстоящего сезона кровной битвы. Но рыбалка это всегда был ивент, где в основном люди себе улучшали именно снаряжение лорда, да, можно было собирать материал, ковать или же там плюсовать. Вот. Сейчас этой возможности игроков лишили, конечно, это большой минус, да, то есть, прокачка девушек, там, возможно, там брать фрагменты, да, то есть раньше до снаряжения в основном здесь девушек качали, да, это тут осталось, но сейчас девушек большинство прокачало игроков. И уперлись именно в письма, да, то есть игроки, которые без доната играют, они упираются в письма, у них эти подарки копятся, их очень много, да, и как только они собирают письма, нужное количество, да, проблем с подарками нет, тоже утратила актуальность. И большинство игроков берут тут разве что ресурсы, да, то есть там для того, чтобы повоевать где-то в выходных или же на чудо пособирают. К сожалению, не улучшили магазин, да, ожидания просят, эти самые администраторы просят, пишут письма, да, то есть передают наши запросы игроков, чтобы сюда добавили там, и новое снаряжение надо было, то есть если убрали старое, надо было добавить новое. Можно было добавить уже давно на прокачку машин, на прокачку там, добавить новых зверей, да, моменты эти, которые появились. Много чего можно было бы добавить сюда из того, что не добавили. К сожалению, вообще ничего не добавили. Эти ускорения, как у меня остается впечатление, что люди, которые делают эти обновления, абсолютно не играют в эту игру. Вот и все. У меня стойкое впечатление за все годы игры в игру. Вот такое создалось. Вот. На этом все. Все такие изменения коснулись. Сегодня еще будет обновление у нас небольшое, да, на сервере. Если там что-то будет стоящее, сделаю видео по обновлению. Но закончится, будет в течение дня. Соответственно, делать видео будет стоить только завтра. Сегодня, или сегодня поздно вечером. Посмотрим. На этом все. Всем спасибо.